Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Вот такую осеннюю погоду я тоже очень люблю. Мне почему-то очень нравится вид на дорогу. Вот всегда с детства нравился, когда начинают опадать листья с деревьев. Сейчас сниму белье, разложу по местам. Я уже говорила, что буду разбираться в очередной раз в нитках, так как их становится все больше и больше. А сейчас было так: покупаешь, складываешь. Так что взяла пакет, сейчас все сложу, отнесу в комнату, где у меня там нитки лежат, и потом буду разбираться. Сейчас после обеда помою посуду, здесь ее немного, потом фильтр для кофе почистила. Я варю кофе. Собираюсь на прогулку, но и решила сварить себе. Обычно беру чай, но сегодня захотелось именно кофе. Именно в этой кофеварке. Ну, в этой, потому что она варит большие порции. Так что и буду варить крепкий, очень крепкий. Ну, вот такой вид у нас сейчас из окна. Те дома тоже вот сделали фасад, за исключением одного корпуса. Ну, в общем, красиво у нас тут. Особенно сейчас, когда фонарики, еще зелень есть. Принесла свою термокружку. Хотя, ну да, скоро уже буду вытаскивать такую стеклянную, которая... Или из чего она там? Ну, короче, бьющуюся, потому что, например, зимой я только с ней хожу, так как руки греть очень приятно. Вот, но я про эту кофеварку говорила, что она тоже хорошая, но у нее из плюсов это вот когда вот так вытаскиваете, тут не капает ничего. Вот. Это хорошо. И еще вот если кофе сварился, вот эта кнопочка работает, то там идет подогрев. В принципе, тоже большой плюс. Вот. Но по вкусу кофе мне все-таки нравится в той больше, но здесь тоже неплохо, тем более я достаточно так крепко сейчас заварила. Здесь еще хорошо чай делать. Главное, мимо не пролить. Так, я уже, в принципе, плохо вижу, сколько там кофе. Сейчас посмотрим. Надо еще налить. И мне кажется, что я приду, и еще тут кофе можно будет попить, потому что останется. Да, действительно остался кофе. Ну и ладно. У нас дождик, я иду гулять. И нам поставили новую дверь в подъезде. Потом покажу. Такая дверь. Немножко моих увлечений. Это у меня раскраска «Круг жизни». Ну и уже раскрашиваю на ноябрь потихоньку. Цветочки, листочки, все как я люблю. Хотя, в принципе, в этом развороте есть масса всего, что мне не совсем нравится, но я знаю, как я это буду раскрашивать. Сегодня уже 29 октября, суббота, и я вообще не смогла уснуть. Я вообще не спала. Ворочалась, я выпила корвалола, у меня не получилось уснуть. Я потом выпила еще корвалола, опять не получилось. Уже там послушала какой-то, нашла типа медитацию для сна, тоже не помогло. Ну и нет, я на какое-то время провалилась в сон, но это, я думаю, от силы минут 10-15. Вот, встала, решила сварить себе кашу, причем в этот раз на молоке, ну и буду что-то делать, не знаю, потому что потом придет ученица, вот, ну, в общем, как-то так. Да.
Не, ну все в жизни бывает, но что-то это как-то последнее время стало с бессонницей накрывать. Сейчас буду еще, каша пока пусть остынет, и я буду овощи чистить на борщ. Взяла вот такой поднос, сверху пакет, и попробую чистить в перчатках. Вдруг получится. Я вообще в перчатках ничего делать не люблю. Вот, но просто свекла, не хочется руки пачкать. Но оно бы как бы все бы и ничего, но я же еще снимаю хобби-влоги, поэтому как-то так. Села завтракать на балкон. Вот. Честно говоря, меня задолбали эти уже стуки, грохот. Хотя, понятное дело, не в них абсолютно. Ну, в общем, я себе даже в кашу варенье положила. Потому что сегодня решила что-то себя отпустить вообще. Надо как-то это продержаться этот день, не ложиться и уже к вечеру, чтобы меня срубило. Причем я вчера достаточно много дел переделала. И потом еще и тренировочка, и прогулка, и по дому. Ну, ладно, бывает все. Дышу воздухом. Такое под окном пока что. Ну, оказалось, чистить свеклу вполне нормально в перчатках. Тем более ножик, которым я чищу, икеевский, вполне удобный. Ну, а теперь морковку. Сварю борщ. Ну, в общем, чистые руки – это хорошо. Ну и еще картошку осталось почистить. Честно говоря, качество мне как-то не очень, но правда здесь два варианта. То есть 2 раза я покупала, но вот это не очень. Ну а теперь осталось на любимой терке натереть свеклу, морковку. Я кладу все вместе. Немножко того, немножко другого. И, как видите, получается, что потом не придется перемешивать. Все сразу перемешивается. Это здорово. Я раньше так не делала, а сейчас вот подумала, что это очень даже удобно. Я уже взяла, как видите, сковородку, налила воды, добавила специи для супа, все это размешала, еще туда добавила лимонный сок. Это для того, чтобы свекла не потеряла свой яркий оттенок. И сейчас буду выкладывать морковку, свеклу, и здесь еще надо натереть. Ну так просто равномерно получается. По итогу пришлось разделить на 2 сковородки. Сделала патчи вот такие. Ну, средненькие по качеству, ну, в общем. А теперь помыть посуду. Вот это все оттереть. Это, кстати, вот минус перчаток, это с них летело. Суп получился вкусный. Я уже помыла посуду. Сейчас ее нужно будет протереть. И потом я быстро сбегаю в магазин. Потом придет ученица, а дальше нужно будет помыть плиту. Вот. Здесь я все помыла, протерла, в общем-то. И сейчас еще нужно будет снять белье, убрать в сушилку. Так, я решила накраситься здесь. Давно так не снимала, хотя, в общем-то, ничего не изменилось. Вот у меня вот эта штучка, как база. В общем-то, все как обычно. Крашусь я, как правило, на кухне, точнее, всегда крашусь на кухне. Но там снимать не очень удобно. У нас по ходу действия дождик, я никак не могу понять. Ну, по крайней мере, по крыше на балконе довольно сильно стучит. Хотя так смотришь, вроде бы и нет дождя. Мне просто нужно сходить в магазин Леонардо. Я в ночи поняла,
что мне нужно купить шерсть для валяния. Ну, у меня вообще шерсти для валяния много. Но мне нужна шерсть, которая вот идет как, ну, когда делаешь всякие там игрушки, вот это вот, как основа. То есть сначала берется такая дешевая шерстка, а потом уже поверх приваливается шерстка цветная. Вот. Ну, собственно говоря, за ней я и иду. Я посмотрела, есть она. Так, я обратной стороной кисточки. У меня тут осталось немножко этого самого BB-крема от Fares. Причем очень много осталось его. Я его наношу под глаза, как такую сверкалочку. Вот. Да, как-то мне здесь непривычно краситься. Ну, это чисто так, болтологическое видео. Вот. Это у меня Финель. Что тут у нас? Консилер. Я его вот сюда наношу немножко. Так. В принципе, я могу провести занятия и после сходить. Но я хочу сейчас, чтобы, знаете, как-то точно не уснуть. Хотя я вообще сейчас бодра, но, знаете, когда не поспишь ночку, потом может срубать как-то неожиданно. Так, пока я еще Флавера тени использую. Такие нюдовые. Потом буду использовать, как всегда, свои зимние тени от Эвелин. Кристалл. Ну, они подстраиваются, они выглядят белые, как белые как бы в коробочке, а при нанесении они просто подстраиваются под кожу. Так, ну что. Тушь Maxi Style от Faberlic. Я уже давно такую покупаю, еще вот эту вот, но знаете, я скорее всего, когда она у меня закончится скоро, я, пожалуй, что-нибудь закажу на Wildberries, просто чтобы вообще-то что-то новенькое попробовать. Эта тушь меня полностью устраивает, потому что она, конечно, не подводит, она не водостойкая, но при этом и снег, и дождь она выдерживает, и жару, то есть эффекта панды нет. Ну и, в общем, удлиняет. Ну, нормальная тушь. Отличная, я бы даже сказала. И, в принципе, у меня сейчас заказ Faberlic-то мог бы собраться. Мне некоторые позиции нужны. Хотя, с другой стороны, вот мне нужен был порошок. Но в итоге я заказала Велор. Я уже рассказывала на Симоленде. Поэтому не знаю. Может быть, стоит попробовать что-то другое. Интересно просто. Хотя, если куплю тушь, и она меня подведет, будет обидно. Так, ну и что еще-то? Блеск, тоже, кстати, от Faberlic. У меня блеск есть новый, а в рюкзаке лежит. Револяин, кажется. Но у этого крышка сломалась. Я не знаю, у меня вообще помады, блески и прочее не заканчиваются годами.
Ну что, надо быстро одеваться и идти. Ну, я уже пошла в магазин, пошла ближним путем. На улице очень тепло, дождя нет, поэтому хорошо. Уже вернулась домой, взяла вот то, что собиралась, сливер, а также еще взяла реснички, тоже для игрушек. Провела занятия и решила еще пойти погулять. Сейчас вот возвращаюсь с прогулки. Достала приспособление для квиллинга. Ну, вот эту я даже еще не открывала, но хочу открыть всякие бумаги. Вот это вот. Книжку. У меня есть вот такой инструмент, который закручивает. Есть просто ручной. Есть еще вот такая штука, которая делает ленту. Вот такой вот гофрированный. Ну, просто мне нужно будет показать ученице. Мне вот лично понравилась вот эта вот ромашка. Ну и тут всякие. Ну, я просто не заклеивала конец, я только здесь заклеивала. Здесь чисто попробовать. Интересно. Сегодня 30 октября. Я вчера помыла голову. Сейчас надо снять. Уже высохли за ночь все эти шапочки. Я их обычно храню вот тут. Кстати, вчера набрызгала, даже не протерла. Но, честно говоря, я же ночь не спала, поэтому вчера так спать хотелось, что я уже все помылась и в кровать. Но зато сегодня шикарно спала. Так, сейчас в балетном зале надо все вот это повесить обратно. Потому что вчера тоже было не до этого, честно говоря. Хотя в целом я молодец, потому что я вчера 2 раза еще и на улицу выходила погулять. Сейчас выберу маску. Вообще я что-то подумала, что надо сделать какую-нибудь тканевую маску. Может быть, даже вот что-то новенькое попробовать. А потом решила, что нет. Завтра тканевую сделаю, а сегодня сделаю вот эту, потому что как-то под глазами мешки. В общем, вот это вот. Маска и еще патчи. Сейчас принесу. Я сначала сделаю вот эти патчи. Ну, потому что эту маску я подержу 10-15 минут, соответственно, смою, и смоется вот это. А уже потом возьму коробку с патчами. Пока там завтрак будет готовиться, решила взять средства для стекол и зеркал и протереть окна, зеркала, как раз-таки моя ежедневная уборка на 15 минут дополнительная. Единственное, поймала себя на мысли, что в очередной раз не помню, где у меня лежит из белого кота тряпка. Вот. Но в итоге что делать? Я же уже собралась, взяла вот такое полотенце. Раньше оно, когда-то в ванной использовалось. Я уже думала, что все, еще разочек попользуюсь и уже буду выбрасывать, потому что полотенце, как видите, уже такое старое-старое и рваное. А я тут его прокипятила, но... В общем, взяла я это полотенце. Слушайте, как оно вытирает. Но я, собственно, его и не выбрасываю до сих пор, потому что оно настолько стало тонкое, мягкое, приятное и все впитывает идеально, что вот как-то так. И действительно никаких разводов, ничего не оставляет. Сейчас буду делать себе напиток. Взяла поднос. И сейчас пойду на балкон завтракать. Погода, конечно, классная, хотя мне кажется, что там довольно сильный ветер, но вот сидя на балконе, кажется, что прям супер.
Ну, в общем, буду завтракать. Потом пойду краситься, собираться. Сейчас я решила сделать себе вот такой перцовый пластырь. Он, правда, без перфорации. Ну, это на самом деле не страшно. Какой есть, такой и есть. Вот. Очень хороший. Это просто моя палочка-выручалочка. Хотя у меня как бы проблемы со спиной бывают редко. Тьфу-тьфу-тьфу, даже в меру профессии. Ну, может быть, наверное, в меру профессии редко, не знаю. Ну, суть в том, что вчера что-то я проводила занятия, и вдруг заболела спина, причем я даже не поняла. Мы все как обычно делали. Ну, бывает, ладно. Я еще просто... Почему вчера, видимо, поскольку ночь не спала, а это все отражается. Вот, поэтому, видимо, что-то пошло не так. Ну, короче, смысл в том, что вчера очень сильно, хоть я и расслабила, сразу мы сделали... Я говорю ученице, давай делаем на расслабление упражнения, потом дальше будем заниматься. Вот, но, короче говоря, сегодня встала, точно так же все болит, поэтому вот пластырь. Сейчас буду мыть посуду. Вообще, вчера ну вот у меня хватило сил на то, чтобы я там, ну, поужинала, помыла посуду, протерла раковину, помыла голову, соответственно, сама помылась и все. И легла спать. Там, где около кофеварки, я ничего не протерла сегодня, протирала. Вот. Как раз окно протерла, ну, с этой стороны. Снаружи, конечно, тоже бы неплохо. Хотя я говорю, что вот, ну, недели 1,5-2 назад я все помыла. Ну, ладно, посмотрим. То, что вот я собиралась тут, ну, короче говоря... Другие в итоге были заботы. Интересно, как на улице, но это я скоро узнаю. Вот, потому что дома очень тепло, и на балконе, как вы видели, просто шикарно. Но ветер. А вот в Питере, например, мне любимый сказал, что у них и холодно, и ветер. Так что как-то так. Думала, взять с собой термос или не взять, решила все-таки взять. Я... Вот в пакет из Fix Price насыпала заварку. Заварка вообще удивительная. Я, честно говоря, не помню, чтобы я ее покупала. Это чай Тесс. Тут вообще, по-моему, каркаде, еще что-то такое, классный аромат. Я, правда, не знаю, как он называется, не помню, когда я его покупала. Но вообще надо присмотреться, он мне понравился. Вышли погулять. Погода испортилась. Едем в ТЦ «Коламбус» за раскраской ученицы. Немножко решила поснимать. И уже еду домой. Ветер, снег с дождем. Довольно-таки холодно и неприятно. Пью чай. Кстати, очень вкусный. Сейчас немножко посижу и буду готовить блины, потому что молоко осталось, надо его как бы оприходовать. Вот. Единственное, сейчас, может быть, немножко пораскрашиваю, потому что вот я как чувствовала, будет снег. Просто мы когда гуляли, я вот вроде спать не хотела, голова не болела, не кружилась, но ощущение было очень странное. Но я так и поняла, что значит что-нибудь эдакое. Вот выпал снег. Ну, понятно, что снег с дождем, все уже растаяло, но в любом случае. Как-то я показывала, что вот когда у меня заканчиваются свечки, они же, ну, все равно там достаточно еще воска. И вот так вот, то есть это уже особо не горит. Я купила на Валберес фитиль. Но можно купить и в Леонардо, и где, в общем-то, угодно. Здесь было сколько? Метр. Я только один раз воспользовалась. Вот как раз вот эту свечку делала. Ну, бывают разные виды. Стоило меньше 100 рублей. То ли 80 с чем-то, то ли 60 с чем-то. Уже сейчас не помню. Вот. И делаю, допустим, вот из всех остатков. Они же все, кстати, ароматные. Я это перетапливаю. Ну, как бы вставляю фитиль, вот,
Этот фитиль, ну я здесь вот на кухонный гарнитур, и у меня, которые подвесные полки, я привязываю фитиль к ручке, спускаю его и, соответственно, конец сюда. Таким образом все ровненько держится, но можно еще массу способов придумать, как фитиль удержать. Плавится все это достаточно быстро на водяной бане, поэтому никаких проблем. В итоге получается из нескольких свечек одна. Вот. К тому же у меня еще после дня рождения свечки остались. Вот. А сейчас я, знаете, что хочу сделать? У меня такая вот есть свечка из Fix Price. Это когда только Fix Price открылся, там еще было то ли по 36, да, по 36 рублей, если даже не по 35. Вот. И она уже, в принципе, в том году прогорела, то есть тут немножко осталось. Но она еще может даже гореть. Но я подумала, что я сейчас растоплю воск, залью сюда и вставлю новый фитиль. И у меня получится полноценная такая тыковка. Вот. Я, кстати, по-моему, здесь ее даже немножко подкрашивала еще. Насколько я помню, потому что как-то она выцвела. И немножко блесток добавляла. Уже активно принялась заплавление воска, тыковка застывает. Я себе на день рождения свечки покупала, потом у меня есть еще вот такая, я все это хочу перетопить, потому что это уже не поджечь, то есть она прям тут же раз и все, и погасла, то есть только задуть и все. Ну и, соответственно, это мне не нужно. А вот эта вот свечка, я ее из стаканчика достала, как бы вытащила фитиль, то есть можно будет его вот так вот продеть, вообще удобно будет. Ну вот как-то так. Ту свечку, которую я решила вернуть к жизни, вот так получилось. То есть я не стала, честно говоря, брать оранжевый краситель, хотя он у меня есть, потому что, ну, все равно это довольно быстро прогорит, нет никакого смысла. А так тоже симпатично. Мне даже, я бы сказала, очень нравится. Вот. А еще заодно, хотя я не собиралась, я переплавила свечку из Икеа. Она там вообще манго, по-моему, не помню, в общем, что-то такое. И там просто свечка. В общем, аромат классный, все сохранилось. Я, честно говоря, так отвлекалась, вливала слоями, но я уже так пробовала, все будет гореть, а издалека вообще классно смотрится. У меня еще много всякого воска, остатков свечек и куча стаканчиков, поэтому, конечно, я обязательно еще таких сделаю. Ну, а чего, в принципе, аромат сохранится, свечка. И стаканчиком новая жизнь. Я еще сделала вот такое мыло в виде, ну, типа мандаринки, хотя, знаете, мне вообще, почему я сделала, мне было интересно, как вставить фитиль, поэтому я опробовала метод, вот, собственно, и все, потому что, ну, я думаю, так и делается, я просто ничего не читала, как бы не интересовалась этим вопросом, вот, поэтому чисто так, и красителя добавила самую малость, так, конечно, надо было побольше его добавить, ну, в общем, получилось вот так. Можно даже сказать, что это не мандаринка по цвету, а скорее тыковка, вот, ну, и эта свечка прекрасно горит, все как бы с ней нормально, вот. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мой инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, до скорой встречи. Пока-пока.